центр, который находится в городе Тарсус. У нас здесь есть покупатели, которые приобрели квартиры. Если вы хотите погрузиться в настоящую Турцию, Тарсус вам подойдет. Прямо на выходе из жилого комплекса расположен крупный торговый центр. Сейчас мы целенаправленно искали очень старый базар. Мужчина чистит, полирует чайник. Кстати, идея для открытия вашего бизнеса. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта. Меня зовут Мария. И сегодня мы по многочисленным вашим просьбам приехали на строительную площадку жилого комплекса «Центр», который находится в городе Тарсус. Этот комплекс строит компания Илкем Yapı. У нас здесь есть покупатели, которые приобрели квартиры в этом комплексе, и им, конечно, очень интересно узнать, как идет ход строительства. Ну а заодно мы напомним вам, если вы не знаете про такой комплекс, напомним вам про него и расскажем про его концепцию. Жилой комплекс находится в городе Тарсус. Тарсус относится к провинции Мерсин. Город Тарсус имеет древнюю историю. Он богат достопримечательностями. Город со своей легендой. И здесь много-много есть чего интересного. И в каждой нашей серии про Тарсус мы показываем вам очень интересные места. И этот выпуск, конечно, не исключение. Поэтому, пожалуйста, смотрите нас до конца. Вас ждет много интересного про Тарсус. Если вы хотите погрузиться в настоящую Турцию и жить именно в Турции, а не в попсовой Турции, да, где-то в Анталии, в Алании, не в раскрученном туристическом месте, то я думаю, что Тарсус вам подойдет. Тем более здесь вокруг вас везде все дышит историей и различными легендами. Жилой комплекс Илкем Центр будет расположен на территории площадью 30 тысяч квадратных метров. Всего здесь будет расположено 7 блоков. И первый этап, 2 блока будет Париж и Токио. Это 2 блока, которые расположены за нами. Они будут стоять из 15 этажей. Блок Париж, он уже полностью возведен до 15 этажа. И блок Токио возведен до 14 этажа. То есть строительство идет полным ходом. Блоки Париж и Токио будут достроены в конце 2024 года. А остальные блоки достроятся в конце 2025 года. Концепция этого жилого комплекса – это город в городе. Так как мы упомянули ранее, что здесь будет большая территория, и на территории комплекса будет бассейн с аквапарком, будет закрытый фитнес-зал, беседки, прогулочная зона. Также будут кафе, рестораны. Закрытая парковка. Закрытая парковка, что немаловажно, закрытая и открытая парковка. Также будет здесь коммерческая зона. Целых 10 тысяч квадратных метров выделили под торговую зону. То есть можете себе представить, сколько здесь будет различных офисов, может быть, салона красоты, как Маша сказала, и так далее. Кстати, идея для открытия вашего бизнеса. Под социальную зону этого жилого комплекса выделено целых 20 тысяч квадратных метров. И напомню вам про расположение блоков. За мной это блок Париж. Он смотрит торцом на южную сторону. Передняя часть, она выходит на восточную сторону, на территорию комплекса. Блок Токио расположен севернее, но часть квартир также смотрит на территорию. Поэтому, в принципе, у обоих блоков очень удачное расположение. Квартиры в этом комплексе расположены в 2 ряда. Здесь у нас есть квартиры 1+1 и 2+1. Конечно, большинство квартир уже продано, потому что строительство комплекса было начато еще в прошлом году. В этом комплексе еще остались квартиры от застройщика. Квартиры 2 типов – это 1+1 и 2+1. 1+1, их цена стартует от 61 тысячи евро, и квартиры 2+1 от 77 тысяч евро. И также действует рассрочка до окончания строительства, до конца этого года. Если вам интересен этот проект, обращайтесь к нам, все контакты находятся в описании к видео. Друзья, предлагаю вам прогуляться с нами по прекрасному городу Тарсус, заглянуть в его самые сокровенные уголки, напитаться историей и атмосферой аутентичной Турции. Маша, мы забыли сказать о самом главном. Да. Почему этот комплекс называется «Центр»? Этот комплекс расположен в самом центре города Тарсус. Прямо на выходе из жилого комплекса расположен крупный торговый центр. Здесь, причем отличаются марки магазинов некоторые, тех, которых нет в Мерсине, есть здесь. Торговый центр Тарсу находится буквально в 20 метрах. Да, я бы сказала, что здесь 10 метров. Есть крупная больница здесь рядышком, то есть очень много заведений, в принципе, все удобно будет расположено. Город Тарсус компактный на самом деле, он не такой протяженный, как Мерсин, и здесь легко в любую точку города вы дойдете пешком.
Здесь есть историческая часть города, по которой мы не раз гуляли и еще будем гулять. И также вокруг города очень много достопримечательностей. Друзья, прошу прощения за посторонние шумы, но мы сейчас находимся в таком месте. Это вот прям настоящая колоритная Турция. Мы находимся в таком, можно сказать, базарная площадь. Чего только не увидишь. Вот такие вот печеньки продаются мамуль. Я про них рассказывала в Инстаграме. Это печеньки из манки, и внутри они без сахара, и внутри там хурма. Как они говорят, финики, начинка из фиников. А вот прямо напротив мужчина чистит, полирует чайник. А еще одно место мы проходили, там мужчина, у него небольшая лавочка, он там сам шьет и продает уже готовые там изделия, куртки, причем такого современного покроя. Вот еще одно место проходим, здесь, видимо, делают изделия из меди. С чем это? И смотрите, какой красивый рисунок, и это ручная работа. И, кстати, вот эта печенька, мамуль, она вообще арабская, арабы ее придумали. И вот здесь продается другой мамуль. Обычно классический, это когда он из манки, а начинка из фиников. А вот здесь он, Таня говорит, что с орешками, да. Сейчас мы целенаправленно искали очень старый базар. Этот базар был построен в 1979 году. 1579 году. Называется он Кырк-Кашик Бедестан. Кырк-Кашик – это 40 ложек. Почему он так называется, я не знаю. Но этот базар, вот раньше тут продавали оружие, текстиль и разные драгоценности. Ценные какие-то вещи продавались. И до сих пор это место осталось вот торговой точкой, базаром. Давайте пойдем и посмотрим, что там сейчас продают. Мы нашли тут туристическую такую афишу. И вот мы сейчас, кстати, пойдем в одну из пещер. В Тарсусе много есть разных пещер. И у одной из этих пещер есть своя легенда. Мы вам про нее расскажем обязательно. И вот здесь вот показывают все эти пещеры. И тут какие-то даже растения, так поняла, в них произрастают. Вот. Ну, в общем, реклама вот этих вот пещер. В здании базара Кырк-Кашик Бедестани находится информационная такая, как сказать, Точка комната. от муниципалитета. От муниципалитета, да. Причем они дают тут бесплатные такие навигации. Причем очень классные брошюры. У них есть вот брошюры, мы вам показывали, и вот такую прямо книгу с описанием всех вот исторических объектов. Очень классно, причем молодцы, внедряют. У них очень много разных языков здесь представлено в брошюрах. Там на итальянском, на французском, на испанском есть. И они ведут статистику, они спросили у нас, из какой мы страны, и они записали, что им интересно, какие туристы посещают, из каких стран сейчас Тарсус. Они сейчас, я так поняла, развивают туризм в городе Тарсус, исторический, и паломники сюда, христианские паломники приезжают. Очень классные буклеты. А в Тарсусе реально есть, вот смотрите, целая книга Тарсусу посвящена. Мы продолжаем нашу экскурсию по Тарсусу. И прямо за нами находятся старинные хамамы. Когда я первый раз прогуливалась по улицам Тарсуса и увидела вот эти вот купола, скажем так, я подумала, что это, наверное, какая-то древняя лаборатория алхимиков. Потому что, ну, непонятно на первый взгляд, что это такое, сразу не додумаешься. Вот. А оказалось, что это очень старый хамам, который был построен в 1785 году. И для женщин, и для мужчин в разные дни. Здесь бывают женские дни и мужские дни. И здесь самый настоящий турецкий хамам с массажем. Это вам не такие массажи, как в спа, а вот такой турецкий классический массаж. Это когда вам ломают ваши... Ну, это, знаете, мануальная терапия по-османски, наверное, по-турецки. Я сама не участвовала в этом, но наслышана.
Тарсусе очень много исторических мест, и буквально в 2 шагах от базара находится вот такой вот исторический памятник. Это старая мечеть того же года постройки, что и сам базар, 1579 года. Посмотрите, ну вот все здесь пропитано историей. Мне прям хочется прикоснуться к этим камням и напитаться, вот, не знаю, окунуться и представить себя в этих событиях, да, исторических. Смотри, какая башня. Да, кстати, эта башня с часами, она была построена позже, уже в 19 веке. Но не сильно отличается. Хотя вот здесь темнее камни, Ну да. а там вот такие более светлые. Мы немножечко сбились с пути, пока искали старые османские дома, которые мы хотим вам в очередной раз показать. И по дороге наткнулись вот на церковь, которая была построена в честь святого Павла. И эта церковь была построена, Маша, В 1850 году. мозг. Я сегодня. Я цифры не запоминаю. Друзья, дорогие подписчики, может быть, среди вас есть историки, которые могут мне рассказать, почему вот этот знак, который я всегда считала масонским, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, он находится в христианской церкви прямо в центре, вот такой вот глаз в треугольнике. Расскажите, пожалуйста, если вы знаете историю этого знака и почему он в церкви находится. Я искала информацию, ничего не нашла. Здесь можно встретить такие незаурядные места, например, вот такая вот парикмахерская, маленькое помещение в старом здании. И видно, что здесь там ремонта нету давно уже. Но видно, что это какое-то такое семейное дело, которое передается от дедов, там, не знаю, к внукам. Какая вкуснота. Здесь сахара нет. Пепе? Не kadar? 120. Вот это вот видно, что это старая улица, и я так полагаю, что вот эти вот, эта брусчатка, по ней, наверное, еще на конях люди передвигались, кареты проходили, вот такие врата здесь. А вот буржуйки продаются. Мастерская по изготовлению самовара. А еще турки, мои знакомые турки, мне говорили, что самовар безим, типа самовар это наш. Я говорю, нет, самовар это наш, потому что сам варит. Мы спорили с одной турчанкой. Здесь находится пещера, которая называется «Семь спящих отроков». И легенда эта гласит о том, что, как мы знаем с вами, первые христиане, они подвергались гонениям язычниками. И очень многие христиане прятались вот как раз-таки здесь, в пещерах на территории Турции, Мерсина, Каппадокии. Христиане, их было 7, они были отроки, и местный правитель решил их отвернуть от их веры и сказал им: молитесь идолам, а они не хотели отступать от своей веры, за что и были наказаны, и он их замуровал. И через 300 лет происходит чудо, они оживают. И свидетелями этому становятся местные жители, и вот с тех пор это место становится святым, и эти 7 отроков тоже, они, на самом деле, они были причислены к лику святых еще до того, как они проснулись, потому что они считались мучениками. Вот такая вот история с религиозным подтекстом. Вот в этом весь Тарсус. Идем просто по улице в ресторан, поворачиваем голову, а здесь вот такая картина. Раскопки древнего города. Не знаю, какой эпохи. Или Римская, или Византийская империя. Ну и по традиции мы заканчиваем наше видео в том месте, где можем отдохнуть, покушать наконец-таки. Мы очень голодные. День был насыщенный. День был насыщенный. Нам посоветовали ресторан Кент. На самом деле это не ресторан, скорее всего, такая столовая. Вот. Но говорят, что здесь вкусная еда, кебаб и так далее. Сейчас будем пробовать.
И здесь немножечко есть такой налет истории тоже. Мы показали вам Тарсус, показали вам ход строительства жилого комплекса «Центр» строительной компании «Илькем Япы». Все наши контакты находятся в описании к видео. Если у вас еще есть какие-то пожелания, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, пока-пока!